Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого маленького милого котеночка. Он связан из плюшевой пряжи. Этот котенок цельновязанный. Получается, мы вяжем туловище, вывязываем ножки, хвостик, далее вяжем ручки, вывязываем голову. Это одна цельная деталь, и отдельно не пришиваем, а вывязываем ушки на голове. И получается вот такой красивый котенок. Игрушка маленькая, потому расход пряжи на нее небольшой. По сантиметрам, если без учета ушек, вместе с лапками, ну вот где-то около 9 сантиметров получается игрушка. Можно делать как и брелок или как отдельную игрушку. Еще покажу вам, как игрушка смотрится со всех сторон. И давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для котика я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Третий ряд. 1 столбик. В этом ряду вывязываем хвостик и лапки. Для хвостика набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем соединительную петлю. 1, 2, 3, 4 и 5. И соединительную петлю в сам столбик, для того, чтобы не было никаких дырочек. Теперь 4 столбика по туловищу. 1, 2, 3, 4. Первая лапка. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали накид. В третью воздушную петлю от крючка привязываем шишечку. 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца и третий. Провязали 3 петельки и оставшиеся 2. И сделали соединительную петлю в ту воздушную петлю, из которой вывязывали эти шишечки. И довязываем 2 соединительные петли. И еще одна соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали. Вот получилась первая лапка. Теперь 4 столбика по туловищу. 1, 2, 3, 4. И вторая лапка. 1, 2, 3, 4,
5 воздушных петель, в третью воздушную петлю от крючка 1 столбик с накида, второй столбик с накида и третий. Провязали 3 петельки, оставшиеся 2. Соединительная петля в ту воздушную петлю, из которой вывязывали, и еще 2 соединительные петли по воздушным петлям. 1, 2. И соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали. И довязываем до конца ряда 3 столбика. 1, 2, 3. И вот что получается. Это третий ряд. Четвертый ряд. 1 столбик. Хвостик убираем. 2, 3, 4, 5. Лапку убираем. 6, 7, 8, 9. Лапку убираем. 10, 11, 12. Получилось 12 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Шестой ряд тоже 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В седьмом ряду вывязываем ручки. Вяжем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и вывязываем ручку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, и в третью воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик с накидом, второй и третий. Провязываем 3 петельки. Теперь оставшиеся 2. Теперь соединительная петля в ту петлю, из которой вывязывали, и 2 соединительные петли по цепочке. Теперь в столбик 1 соединительная петля, по туловищу 1, 2, 3, 4 столбика и вывязываем вторую ручку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Сделали накид, в третью воздушную петлю от крючка 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий. Провязали 3 петельки, теперь оставшиеся 2.
И по цепочке из воздушных петель провязываем 2 соединительные петли и 1 в сам столбик. И довязываем до конца ряда 1, 2, 3 столбика. Наполнили наполнителем 8 ряд. 2 столбика, 1, 2, убавка. Так повторяем 3 раза. 1, лапку убрали, 2, убавка, 1 столбик, 2 и убавка. В конце ряда 9 столбиков. Теперь 9 ряд, 9 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 ряд, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. Повторяем 6 раз. В конце 10 ряда 24 столбика. 11 ряд, 24 столбика. Довязываем до конца ряда. 12 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 12 ряда 18 столбиков. 13 и 14 ряды провязали по 18 столбиков. Между 13 и 14 рядами я вставила глазки. На безопасном креплении я вставила 8 миллиметров. Можно вставить и больше, 9-10 миллиметров. И наполнила наполнителем. Теперь 15 ряд, 1 столбик, убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 12 столбиков. Последний 16 ряд, 6 убавок подряд. Теперь сверху прячем эту дырочку за передние стенки каждого столбика. Теперь ниточку затягиваем, дырочку стянули, вкололи в середину и вывели сбоку. Все, дырочку запрятали. И получилась вот такая основа для игрушки. Сделаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу, прокалываю внизу головы и вывожу иголку возле глазика. Оставила хвостик внизу. Перехожу на второй уголок этого же глазика и вывожу внизу через 1 столбик. Точно так же делаем со вторым глазиком. И теперь берем ниточки на одном глазике, завязываем на 1 узелок и подтягиваем
ниточки. Переходим на второй глазик. Ниточки подтягиваем. Смотрим, чтобы была одинаковая утяжка. И завязываем по второму узелку. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Сейчас будем вывязывать ушки. Вот так делаем соединительную петлю, присоединили ниточку, сделали накид. За следующие столбики провязываю полустолбик с накидом, потом накид из этой же петли вывязываю столбик с накидом. И еще сделала накид, вывязываем полустолбик с накидом. Все из одной петельки. И следующий столбик делаю соединительную петлю. Отрезаю ниточку. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И второе ушко делаем так же само. И вот я приклеила еще носик 8 на 6 миллиметров и сделала такую перемычку. И получился вот такой милый котеночек. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!